Ох уж эти новички-водители, в рот мне грот. Мотор, блин, уже надо, короче, пора. Всем привет! Нужно ли знать иностранные языки дальнобойщику? Что дает нам знание иностранных языков в нашей работе, а также пакет мобильности? Что уже работает, за что уже спрашивают и что нас ждет в обозримом будущем. Кстати, пока не забыл, внизу будут тайм-коды по мобильному пакету, по языкам и прочее. Так что нажимайте, листайте, ищите. А для тех, кто впервые на этом канале, меня зовут Борис, я больше 7 лет кручу баранку большегрузов в Скандинавии и ее заполярной части. Тут вы не услышите сломанного телефона, а вся информация основывается на моем личном опыте и на проверенных фактах. Начнем с языков. С кем вы общаетесь чаще всего на работе? Это коллеги, ежедневное, повседневное общение. Хорошо, когда есть люди, с кем интересно общаться и от кого можно перенять что-то полезное и новое. Загрузки-выгрузки. В принципе, тут можно прожить без языка, без знания иностранного языка. На зарплату это никак не повлияет. Пример тому склад Куб в городе Исхейм под Осло в Норвегии. Там очень много иностранных водителей, кто ни в рот ни грот по-английски. И при этом товары прибывают из Нидерландов, Италии, Испании и многих других стран. Но со скрипом и болью и просьбами коллега, помоги с переводом, как-то они там выгружаются и загружаются. Третье. Вспомогательные службы. Охрана, паромщики, сервисные работники, если вы где-то ремонтируетесь в сервисах. Язык тут дает некую мобильность и удобство. Ну и четвертое, и, наверное, самое интересное, это полиция. Тут не все однозначно, но надо знать язык. Язык, на котором вы друг друга поймете. Если твои знания ограничиваются РТО на родном языке, а иностранный язык на уровне Guten Morgen, No Parking, то однозначно будут проблемы. Что уж говорить, некоторые и на родном языке РТО не знают. Сегодня же так просто оформить 95-й код и получить права европейского образца. Ох уж эти будущие профессиональные водители. Ну и если получилось так, что в общении с полицией ваши распечатки а-ля No Parking прокатили, а карта чиста и груз закреплен на документы в порядке, то в 50% случаев это значит, что вы потеряли очень много лишнего времени. Ведь полиция это те же самые люди и немножко психологи. Иногда устного ответа в стиле «все четко, как в аптеке» вполне достаточно для того, чтобы вы спокойно продолжили движение, без того, чтобы проверяли все ваши скелеты в шкафах. Так что касательно языка, мое мнение таково. Есть 9 часов в день, когда вы можете реально подтянуть знания того же английского, когда вы можете слушать аудиокниги или просто книги на иностранных языках, любых причем. Кстати, вся речь идет именно об английском языке, так как сложилось исторически, что английский признан международным языком, языком международного общения, и также в международных перевозках логично, что используется тоже он. В общем, у вас есть время для саморазвития. Язык очень облегчает работу. Вот, в принципе, и обозначилась связь языков и пакета мобильности. Теперь знать, уметь и объяснять придется в разы больше. Ну и, собственно, причина, почему я еще решил упомянуть этот самый злосчастный пакет и вообще поговорить об РТО в новых реалиях, это один комментарий. Ну, конечно, не один, но вот самый запоминающийся. Человек спросил, возможно, он, конечно, совсем начинающий водитель, но такие азы точно преподают на курсах 95-го кода. Вопрос был такой. Если я делаю 24 еженедельную паузу на одной парковке, переезжаю на другую парковку и делаю еще 24 часа, засчитывается ли это как пауза 45 часов? Ну вот как-то так. В общем, давайте о пакете. Все, что сейчас будет сказано, это касается только международных перевозчиков и касается напрямую нас, водителей, предпринимателей, то есть и меня в частности. То, что касается логистики и организации, мы это затрагивать не будем, так как не забивайте себе пока лишнюю голову. Правила режима труда и отдыха, а также правила использования тахографа.
Что актуально на сегодня? Водители едут домой каждые 3 или 4 недели в зависимости от графика работы. Если водитель делает 2 еженедельных периода отдыха подряд, 2 паузы 24-24, компенсацию следует делать до следующего регулярного еженедельного 45-часового перерыва 21 плюс 21 час. Для заезда и съезда с парома теперь можно прерывать как 24-часовую паузу еженедельную, так и 45-часовую еженедельную паузу. И прерывать 45-часовой отдых можно только в случае, если паром идет минимум 8 часов. Для поездки домой перед началом еженедельного периода отдыха дневное и еженедельное время вождения можно превышать на 1-2 часа. Для продления времени вождения может быть также превышено общее рабочее время. Все это сделано для того, чтобы вы могли спокойно добраться до места, где будете отдыхать. В кабине фуры запрещается проводить 45-часовой еженедельный период отдыха. Все, ребята, с этим прям совсем глушняк. Ну и сейчас пройдемся немножечко подробнее. Теперь можно брать 2 сокращенных еженедельных отдыха подряд, то есть 24 и через 6 суток еще 24. Но при таком раскладе тогда надо в конце 3-й недели, перед тем, как настанет время делать 45-часовой отдых, то необходимо взять компенсацию, то есть компенсировать вот это вот разгильдяйство в виде 2 сокращенных отдыхов. 21 плюс 21 час необходимо компенсировать одним куском перед тем, как настанет 45 часов. И, соответственно, 3-я неделя получается совсем короткой. Отсюда будет варьироваться, в принципе, и график работы. То есть логично вернуть водителя на базу или домой на этот период, на 3-ю неделю, потому что, по сути, четверо суток простаивать в машине, ну, это экономически нецелесообразно. Либо же просто оставить график, как он есть, либо у вас каждую неделю получается 45 часов пауза, либо же скандинавский вариант, скажем так, вы делаете 24-45, 24-45, и компенсация добавляется где-нибудь к 9 или к 11-часовым паузам. Съезд и заезд с парома. Тут все просто. Правило действует такое же. Предположим, у вас суточный отстой, и вам его надо прервать для парома. Вы точно так же приезжаете в порт, закрываете страну, становитесь отдыхать. Предположим, в порту вы отстояли 10 часов. После этого вы начинаете, не трогая тахограф, начинаете движение на паром. На пароме, когда уже все запарковались, обозначаете то, что вы находитесь на пароме, и идете отдыхать. После этого, предположим, паром идет 5 часов. Да-да-да, именно суточный отстой можно прервать на, в принципе, любой паром, где у вас есть каюта. Итого, когда вы возвращаетесь на пароме в кабину, у вас 15 часов отстоя есть. Вы не трогаете тахограф, съезжаете с парома, становитесь на парковку, продолжаете отдых. Все вот эти манипуляции, соответственно, движения на паром и с парома должны уложиться в час, как обычно. И достаиваете свои 9 часов. Вот и готовы сутки. Да, согласен, отдых так себе, но логистика, и в Эстонии я уже точно знаю, что логистика начинает этим активно пользоваться. На сегодняшний день для того, чтобы ваша пауза вместе с паромом, еженедельная пауза, была зафиксирована, то необходимо отмечать это все дело в распечатке, писать, что у вас 24 часа break with ferry, потому что современные тахографы на сегодняшний день этих пауз не видят и не могут просчитать. Значит, что касательно превышения общего рабочего времени и ездового времени, важно добраться до места отдыха, чтобы не стоять там где-то абы где и на перекладных пытаться добираться до базы или дома. Тут, я думаю, все понятно и вполне логично. Не забывайте брать распечатки и фиксировать также то, что вы добирались до базы или до дома. И не надо этим злоупотреблять. Касательно паузы 45 часов. Ребята, все. В Скандинавии уже тоже начинают интересоваться, нежно и плавно. Но очень важный нюанс, прям запомните. Наказать вас за отдых в кабине могут только в случае, если вас поймали с поличным. У вас закончилось еженедельное рабочее и ездовое время, вы ставите на паузу, достали чип, ну как многие делают, остаетесь в кабине, и тут к вам приезжает, на следующий день приезжает полицай, берет
данные с тахографа и смотрит, что ехать вы уже никуда не можете, время у вас кончилось и надо делать отстой. Это называется «поймали с поличными». Вариант, что пришел за хлебушком для бутербродиков, вряд ли проканает. Что касается возвращения водителя домой или на базу, все ложится на плечи предприятия. Логистика и транспортная фирма должны организовывать вашу работу так, чтобы у вас теперь была возможность каждую третью или четвертую неделю попадать на базу или домой и там проводить компенсации, еженедельный отдых и прочее. Есть нюанс. Принудить вас выбрать либо дом, либо базу для отдыха никто не может. Здесь вступает в силу устная и письменная договоренность с работодателем. То есть, например, вы решили пойти с палаткой в горы, ради бога, ваше дело, ваше право. Главное, чтобы в случае проверки спрашивать будут с работодателя, и чтобы он мог подтвердить, что водитель выбрал иной способ отдыхать. В кабине он не находился, у нас все по закону, но просто он был и не на базе, и не дома. Ну, грубо говоря, извернулись так, чтобы уж совсем не нарушать наши права и свободы. Все это сделано для того, чтобы водители проводили больше времени дома. Вполне обоснованно, потому что лично я стараюсь уже поменьше работать и побольше быть дома. По крайней мере, работаю над тем, чтобы это как-то вышло хотя бы на процентное соотношение 50 на 50, а не так, как многие 11,5 месяцев из 12 на работе. В общем, водители могут выбирать, где они будут отдыхать. Главное, чтобы это было не в кабине. Полиция будет проверять ваше умение вручную вбивать данные в тахограф. То есть не забывайте, если вы меняетесь где-то за рубежом, едете туда на легковой машине, я уже говорил об этом вот в этом ролике, не забывайте обозначить время, пока вы рулили на легковой, как время ожидания, потому что могут быть вопросы и будут вопросы. В общем, тут уже полностью в силу вступает умение понимать закон, считать время и изворачиваться. Все придет с опытом. Главное, постарайтесь, чтобы этот опыт был не в виде денежных санкций. Также коротко скажу о том, что меня спросили недавно в комментарии, который почему-то куда-то делся из-под вот этого вот ролика. Суть вопроса была такой. Человек из России спрашивал, что все хорошо, но вот многим приходится, например, на «Газели» прямо-таки фигачить, наматывать километры, работать по 15-20 часов в день. Как быть тем, у кого, скажем так, рабочий день не нормируется, то есть нету надзора? Ответ прост. В Европе и в Скандинавии, начиная с мая 2022 года, будет необходимо иметь лицензию на перевозку для фургонов массой от 2,5 тонн. Газельки сюда очень прекрасно залетают. Не знаю, правда, когда это до России доберется. Суть в том, что теперь фургоны должны будут иметь лицензию для перевозок. Водитель должен будет иметь международные права. Должно будет быть соблюдено РТО, а соответственно установлен тахограф. Будут изменены правила командирования. Суть в том, что вы должны будете получать минимальную зарплату государства, которым осуществляете грузоперевозки. Это очень неприятная новость для водителей и предпринимателей, таких как я. Но будем посмотреть, как это все будет выглядеть, как это будет контролироваться. Суть этого закона в том, чтобы обеспечить равную оплату труда водителей за одинаковую работу в стране, где они работают. Короче, бабок побольше срубить. Еще один важный нюансик. Со следующего года на цифровых тахографах для того, чтобы обеспечить надзор за правилами командирования, надо будет вручную вбивать момент пересечения страны, то есть страну указывать, в которую вы въехали. Также обозначать страну, где вы выгрузились, где загрузились. Не знаю пока, как это будет выглядеть в реальности, что там будут, как бы ты будешь открывать, закрывать страну по 5-6 раз в день. А для аналоговых тахографов это правило действует уже сейчас. С 2024 года, еще не скоро, но начнут контролировать период за 56 дней. Не за 28 дней у вас данные с тахокарточки будут брать, а за 56. То есть у вас ровно в 2 раза больше шансов залететь с нарушениями. Брависсимо. Ну и где-то там, уже, наверное, в необозримом будущем, тахографы Smart 2, которые там с
сами будут считать ваши килокалории, блин. В общем, как-то так, ребята. Очень много нюансов. Есть правила, которые действительно похожи на то, что пытаются заботиться о нашем с вами здоровье, психологическом состоянии и отдыхе. К сожалению, большинство правил дают понять, что Европе денег не хватает. Знакомьтесь с законами, изучайте их. То, что актуально, я вам перечислил. То, что в перспективе будет важно, я вам сказал. Чем больше знаний, тем меньше негативного опыта. Все это я записал дома. Ближайший рейс у нас будет через 1,5 недели. А пока отдыхаем. Ладненько, удачи вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.